Крамник рассказывал, что школа Ботвинникова, когда он там был, в общем, ну, особо конкретно пользы он не видел именно в занятиях, но ему нравилась просто атмосфера, вот собираются талантливые дети из страны, в блиц играешь, что-то набираешься, ну как бы вот вы как-то... Интересно, так же? Я с Володей на эту тему не говорил, но у меня такой же. Такой же, да? Такой же, да. Такое же, но что Ботвинник нам привил, это серьезное отношение к шахматам, что шахматы требуют работы и самостоятельной работы. И самое главное, что шахматы требуют хорошего физического состояния, нервной системы и стабильности. До школы Ботвинника я был очень болезненным, в общем, у меня вот, ну, до 10 лет точно совершенно, когда я пошел в школу, у меня учебный год, а точнее календарный год, делился на 4 равных части. Значит, 3 месяца летом, это отдых и участие в шахматных соревнованиях, а из 9 учебных месяцев 3 месяца я был в школе, 3 месяца я играл в шахматы, 3 месяца я болел. Болели, да? То есть вот прям здоровье было слабое в детстве, да? Ну, простуды, ангины, вот это все. Ну, все-таки я в тяжелом климате развивался. Южный Урал, это только по названию южный. Ну, плюс заводы все там. Ну, заводы, да, потом холодные зимы. Хотя самую низкую температуру в жизни, ну там, где я жил, потому что я был в Якутске, было минус 55. Господи. Вот. Но самую низкую температуру, где я оказался, проживая, это, как ни странно, не на Урале. На Урале минимальная температура была минус 43. Всего лишь. Всего лишь, да. Вот. А в Ленинграде и в Москве, вот 70, мне кажется, 78-79 год, тогда до 46 градусов. А вы же в Багио были? В Багио я вернулся в октябре. Вот. А дальше была очень холодная зима, и вот тогда размороженных домов было много. В Питере было 600 размороженных домов, и у нас, скажем, у нас современный дом был, хороший дом, но температура в квартире была внутри 16 градусов, это безумно холодно, если это постоянно. Так, вроде. На улице 16 градусов, если мы можем и без плаща выйти погулять. Но если постоянно и ночью 16, то это очень холодно. А это было как счастье 16, потому что во многих домах в Питере было и 12, и 14. А вот 600 домов просто были разморожены. Я, кстати, знаете, сейчас вспомнил, у меня бабушка блокадница. И как раз я помню эту историю, мне родители рассказывали, что бабушка жила в Ленинграде, а родители жили в Москве. И она вот застала этот период, и родители что-то там обеспокоены, пытались ее вывести, на что бабушка сказала, что, слушай, в 41-м был 0 дома, поэтому это все ерунда, не беспокойтесь за меня. Ну, а тренеры на школе Ботвинника занимались вами? Не сам Михаил Моисеевич, а вот его как бы... Тренеры в основном занимались. Тренеры занимались, вот был Юрков, потом был Киммельфельд, вот, замечательный. Такой острый шахматист, интересный шахматист. Гольберг не занимался. Гольберг занимался орг-вопросами. Причем я помню, как-то мы его одолели в Москве. В Москве проходила школа Ботвинника, в самой Москве. Потому что бывало на Пахремы, размещались, бывало в Москве. И тут в Москве какой-то матч очень интересный. По-моему, Динамо Москва, ЦСКА или Спартак. И вот мы, футбол, да? Да, Григория Абрамовича. Осаждали, надо попасть на футбол. Говорит, ну попадем. Вот, мы все время, Григорий Абрамович, ну билеты-то есть, да попадем, не волнуйтесь, попадем. А он такой очень уверенный в себе человек, и мощный человек был, где-то ростом, я думаю, он был где-нибудь 1,85 м, а может даже повыше. Вот, и очень такой представительный. Я помню, что какой-то день, он говорит, ну все, ребят, пошли на футбол, в Лужниках все дело было. Вот, и дальше мы говорим, Григорий Иванович, а билеты-то есть? Он говорит, ну пошли, я вам сказал. Значит, ну, у нас человек 4, наверное. Вот, мы подходим к этому контрольному пункту, вот, и Григорий Абрамович так широким жестом говорит, эти ребята со мной. И так рукой закрывает контролеров, и мы проходим, а у них вот такие глаза, они не знают, что сказать.
То есть просто наглость, да? Эти ребята со мной. У него самого нет ни права ничего. Остап Бендер такой, да. Да. И что? А прошли все? Прошли, Все прошли, отлично, посмотрели матч, все. да? Красиво. Да. Красиво. Вот, но Ботвинник, как-то я помню, он приехал, это мы на Пахре были, да, на Пахре, вот, Гольберг, там, жуткая ругань в коридоре, вот, а мы не знали, что Ботвинник приедет, он неожиданно приехал, потому что обычно работали там Юрков, Кемельфельд, и вот я не помню, кто-то третий, по-моему, еще был. Ну вот, ну и с ними как-то спокойно. Они понимали, что мы по ночам в блиц играем. А тут мы крепко засиделись. Я думаю, что легли часа в 3, завтрак проспали. Вот, и вдруг, значит, да, грозный голос Гольберга, у него такой густой был голос. И вот, значит, безобразие, Ботвинник приехал, ни одного человека нет. Мы все спали. Но тем не менее же занимались шахматами, то есть все равно это все шло на пользу, да? Но Ботвинник вообще терпеть не мог блиц. Да, известно, да. Ругал. А знаешь почему, нет? Нет, почему? Это мне... Я сам не умел играть. Мне питерские рассказали, когда, значит, с ними подружился, там был такой Шамаев мастер, замечательный в Питере, неграмотный, но очень талантливый шахматист. Вот. Я тоже с ним знаком был. Он в то время, когда я приехал в Ленинград, он уже в шахматы не играл, но поскольку образования не было, а как-то к нему по-доброму относились, то ему давали лекции какие-то прочитать, и он был заведующим шахматной комнатой на стадионе Кирова в парке, там шахматный павильон. Вот. Но рассказывать реальную историю, это, собственно, свидетелей много было, и Фурман мне подтверждал, хотя он не был свидетелем, но он слышал это, поскольку он в Ленинграде оказался после войны, что принято было играть на высадку. Вот. Ну и Ботвинник, по-моему, он уже отыграл в Ноттингеме в 1936 году. Вернулся чемпион СССР по шахматам, орденоносец Михаил Ботвинник. На улице Желябова в клубе встал играть на высадку. А Шамаев в блиц очень здорово играл. Он в турнирных шахматах он не особо отличался, а в блиц играл очень здорово. Но он при этом и попадал в полуфинал первенства СССР, то есть это хороший мастер. Ну и вот он высаживает одного за другим. Значит, ну, поскольку он неграмотный, то у него произношение татарское типичное. Ну и где-то он еще и этим, наверное, бравировал немножко или играл. И вот и очередь доходит до Ботвинника. И Ботвинник усаживается в кресло. Шамаев так поднимает взгляд. Значит, говорит: нам с вам, дословно говорю, как мне передали, нам с вам, товарищ Ботвинников, задарма и на равных в блиц играть неинтересно. И что? Все. После этого Ботвинник в блиц не играл и терпеть не мог. Ну, все-таки в этом был, наверное. Я думаю, что эта история повлияла, но я думаю, что все-таки это было логично с его философией не давать играть в блиц. То есть все должно быть серьезно, занимаемся, работаем над шахматами, пишем в тетрадку, все у него уже только все было. Да. То есть такой настоящий кремень в этом смысле был. Мы как бы отвлеклись от темы, а я ее понял, что задания были у нас какие? Подготовить там, скажем, я помню, что у меня было задание подготовить по последним партиям состояние системы Земеша, или варианта Земеша в староиндийской защите. То есть Ботвинник нас использовал для того, чтобы тогда же компьютеров не было. На опыте. Чтобы мы какие-то идеи подкинули ему. И, собственно, и все так и расценивали. Хотя очень полезно было, и, конечно, он и сам анализировал с нами, и серьезно относился к этому. Вот. Но все равно как бы вот такое, как подсобное хозяйство мы были у Ботвинника по изучению современного состояния теории шахмат. Сейчас еще вот вернемся к вопросу физического состояния. Вот вы много болели и поняли на сессиях с Ботвинником, что этому вопросу надо уделять
пристальное внимание, да? Да. И что вы стали делать? Что я стал делать? Ну, правда, недолго, но было такое время, когда я утреннюю зарядку делал. Вот. Ну, собственно, в пионер-лагерях это была обязательная программа. Я бывал и в Артеке, и в Орленке. Вот, так что там это было из обязательной программы. Но на Урале я ходил на лыжах зимой. Причем у нас абсолютно лыжный город. Я помню, что значит, город какой начинался от завода. Завод, естественно, строили на реке. Для того, чтобы не тянуть воду откуда-то. Река Ай. Построили плотину, небольшую плотину-мост, для того, чтобы соединить разные части города. И образовался искусственный пруд. А Ай вообще впадает в Чусовую, Чусовая в Белую, Белая в Каму и Кама в Волгу. Хотя Волга от нас далеко, но фактически мы можем считаться частью Волжского бассейна. Значит, у нас площадь внизу находится, а дальше горы вокруг. Такие, ну, средние горы. В Златоусте, кстати, чудесный вид на самую высокую гору Южного Урала, Таганай. Самая высокая гора, живописная гора. Да, и вот главная улица начиналась от завода, от площади. Кстати, там и памятник Аносову стоит. Не Ленину, а Аносову. Да. И поднимаешься где-то километра полтора, и вот мой дом стоял. И я помню, что тогда машин было мало, даже и на лошадях еще ездили иногда. С телегами люди, то где-то в субботу-воскресенье народ вставал на лыжи и семьями выходили в лес. Ну и возможности были даже, скажем, если спокойная погода, вот, и снег выпал, то я мог выйти из подъезда, надеть лыжи и на них спуститься по главной улице к пруду, перейти. Пруд там где-то километра полтора, наверное. Мы обычно его пробегали быстро, потому что там ветер. А дальше заходишь в лес, и чудно совершенно. Вот, и с горки можно покататься, и такие лыжни были. Потом я занимался чем? Я плавал, ну так, немного играл. Футбол не играл, я считал травматичным видом. Вот, и, собственно, на моей памяти очень много поломанных рук и ног, гроссмейстер. Я играл в баскетбол немножко для себя. Хотя у меня рост не баскетбольный, но я метко бросал мяч. Вот. Причем даже у меня был рекорд, это до сих пор жив. К счастью, вот мой тренер по физической подготовке Валера Крылов. Как-то мы, значит, в Новогорске, ну и кидаем по кольцу. А он работал одно время с баскетбольной командой. И, кстати, он был в Мюнхене, когда наши единственный раз выиграли в американских. Знаменитые 3 секунды. Да. 72-й год. Вот, Белов там забросил. Это я все смотрел по телевизору. Чудо наше. Ну, и он говорит, давай вот из центра. Говорит, ну, из центра добросить практически невозможно. И он говорит, вот, знаешь, бросок называется из-под юбки. Это значит, ты мяч берешь, наклоняешься низко и как бы рычагом его выбрасываешь. Вот. Ну и случилось чудо, я первый бросок сделал и попал. После я повторять не стал. Вот, но при этом Валера, конечно, крепко удивился и говорит, слушай, если бы ты это проделал на матче профессионалов, то там приз за такой бросок $1 000 000. Да, а до сих пор, кстати, до сих Антон пор, Ильич, да? так что у вас еще есть шанс повторить. Так что вот. Да. Был такой. Кстати, Валерий Николаевич, я как-то с ним общался, не помню, достаточно давно уже. Я его долго насчет вас пытал, но он как опытный шахматный человек, конечно, ничего не рассказывает. Единственное, что он рассказал, чтобы я, значит, отстал от него, он рассказал, что, говорит, ну вот мы когда начали, говорит, заниматься, я его плавать учил. Ну, как бы так серьезно. И он, говорит, когда начал плавать, говорит, я вот смотрю на него, как он плывет, говорит, и я тогда понял уровень спортсмена, говорит, потому что он там проплыл, я ему сказал, там проплыви, там, не знаю, 500 метров. Он проплыл километр, приплыл такой свеженький, и говорит, а я еще могу. Я вот помню эту историю, что я вот понял, что я имею дело, именно вот с человеком большого, как бы, спортивного духа, скажем так. А потом вот его влияние, это теннис большой. Который у меня стал постоянным спутником многие годы. Я в теннис закончил играть, когда? Наверное, когда 60 лет исполнилось. А так до 60 лет я в теннис играл. Вы играли в теннис, когда узнали, что стали чемпионом мира? Насколько я помню эти кадры. В Новогорске, да. Мы как раз в спортзале натянули сетку и играли с Валерой в теннис. Да. И здоровье подтянулось? Или не сразу так, постепенно был процесс? Да, подтянулось. Ну, в общем-то, вот я
только недавно попал на 2 недели в больницу. Вот, то ли вирус схватил где-то, то ли... Ну, впервые у меня воспаление легких было. А так вот, с 11 лет до 70. Ну все, в 11 лет вы как бы вот внедрили спорт, и, видимо, как-то организм перестроился, да? Вот я говорю, с 11 до 70, вот я только один раз 2 недели попал, это в мае этого года. 2 недели провел в больнице. Нет, побольше даже, 16 дней. И все, а до этого 2 раза. Один раз 7 дней, второй раз 2 дня. И, собственно, мне повезло ужасно в детстве, потому что меня там признавали реумокардит сердца, что сейчас считается нормой, там проляпс у меня увидели. Вот. И врачи настояли, чтобы я делал операцию на сердце. Вот. Ну и родители убедили. И мы приехали в горбольницу, значит, в это кардиологическое отделение детское. И на мое счастье, там карантин был по дифтерии. И заведующий отделением говорит, ну, операция у вашего мальчика не такая срочная, родителям. Вот. А вдруг вот, карантин, и есть у нас больные, которые дифтерией болеют. Зачем вам это? Наверное, надо переждать и приехать, когда карантин закончится. Вот, ну все. Мы решили переждать, и после этого я уже в больнице не появлялся. Да. А подтвердился диагноз потом? А? Нет, а потом это стало нормой. Сейчас перестали потом оперировать. Да? Сейчас это считается нормой. То есть это не очень хорошо, но это норма. Ну, то есть вы как бы свое отболели в детстве, а дальше уже, ну, потому что вы выдерживали такие матчи, которые с современным матадором шахматным и не снились. Они сейчас там, 14 партий. Там. 14 партий у вас там в матчах это только там разогреться вообще, да, в форму прийти. Как бы. Не, ну как, в матче на первенстве мира, который я играл, 68-70 дней. А матч с Качным, это 110 дней я на Филиппинах сидел. С Каспаровым первый матч, вообще сумасшедший. Да, 48 партий. Да, 48 партий. Единственный матч короткий я сыграл с Коричным вот в 81 году. Он тогда уже был не такой грозный и выносливый, как в 78 году. Все. Совсем другие и напряжения, совсем другие условия. Играть по старым правилам или... Ну и турниры, собственно, я же играл, скажем, первенство Советского Союза в Риге. 23 человека в чемпионате Советского Союза. Ну и потом в Ленинграде в 1971 году практически то же самое. 22 или 23 человека. Сумасшедший турнир это. 21 партия в турнире. Ужас вообще. Причем, вот чем они отличались, я помню, что к концу турнира все довольны. Кто лидирует и побеждает, кто не побеждает, но что турнир заканчивается. Это уже все равно, да? Большая радость. Хорошо, а вот школы Ботвинника появились, это все-таки, ну, значимое, наверное, было очень событие такое, то есть вы как-то попадали в элиту какую-то, в элиту шахматную. А какие турниры вот на рубеже вот уже, ну вот в это время, вот параллельно со школой Ботвинника какие-то что-то запомнилось? Ничего у меня не было сверхинтересного. Я играл в турнирах, вот, ну, тогда еще я не выходил на союзный уровень, я играл в чемпионатах России. В 1965 году я имел шансы стать вторым в чемпионате России среди юношей. Вот, причем как я партию проиграл, я вообще не понимаю. И я становился вторым. Но я умудрился проиграть черными Желнина из Калуги. Я поймал вот на эту позицию Капабланки, где зажатый слон на G3, пешки сдвоенные по линии F, закрытый центр. У меня E5, F6, G5, H6, у него H2, F2, F3, E4 и слон на G3. Ну, безнадежно совершенно позиция. Вот, я умудрился проиграть. Я там какой-то тактический удар зевнул. Вот, и как-то я, отражая тактический удар, я должен был раскрыть этого слона, и вообще моя позиция разлетелась. И я таким образом занял 3-е место. А должен был 2-е. Но в тот момент я уже играл достаточно хорошо. Вот, но это турниры по швейцарской системе, которые я терпеть не могу. Я в юношестве столько наигрался в них. Ну, швейцарская система, она хороша для того, чтобы определить, там, не знаю, 10 лучших шахматистов. Она плоха для определения лучшего. Но определение лучшего это неправильная система. В серьезной жизни я, по-моему, один раз только играл в открытом турнире. Это тысячелетие Австрии. В 1996 году вот я играл в открытом турнире. А когда произошел прорыв, так скажем?
как бы вот юношеский прорыв такой, когда и вы поняли, что, видимо, это может быть дело жизни, или люди вокруг поняли, что это дело жизни. Помните какой-то такой один момент, или это постепенно, да, происходило? Да не знаю, я как-то... Я вообще не думал, что я буду, скажем, заниматься только шахматами. Я серьезно учился, вот, и у меня и золотая медаль. Я закончил физико-математическую школу. Это уникальный выпуск, может быть, уникальный не только для Тулы, не только для России, но и вообще для истории Советского Союза, системы образования, потому что я переехал в 1965 году и 7 классов закончил на Урале, и 8 класс должен был прийти в Тулу. И у нас был замечательный тренер в Туле, которого я знал по чемпионатам России. Вот. И я, значит, появляюсь, а он во Дворце пионеров вел шахматный кружок. Ну, я обычно с тульскими ребятами приезжал на чемпионаты России, поэтому я его достаточно хорошо знал. Вот. Тут я появляюсь во Дворце пионеров, он так с удивлением смотрит, говорит: а вы что здесь делаете? Я говорю: а вот мы переехали в Тулу. Вот. Он жутко обрадовался. Я говорю: ну и надо мне порекомендовать, в какую школу мне идти. Он говорит: я порекомендую, вот у нас Демьянов, замечательный директор, это лучшая школа в Туле, и вообще она на высоком счету. И там сейчас, он оказался в курсе вот этих всех вопросов, и там сейчас формируется класс физико-математический, из 3 классов отбирают лучших ребят. Это будет вообще на ура все. Я попрошу, чтобы тебя записали. Но у меня хорошие оценки были с Урала. Попрошу, чтобы в этот класс определили. Ну и все, и определили меня в класс А. Обычно я учился в классе Б на Урале, а тут класс А такой уникальный. Уникальный по результатам. У нас по окончании было 13 золотых медалистов. 13 из класса? И 6 серебряных. Как такое может быть? Ну, уникальный класс. Замечательные преподаватели. У нас, скажем, химию преподавала Елена Николаевна. Она была одним из лучших преподавателей в Тульском политехническом институте. Она у нас преподавала химию в школе. Вот. То есть это вообще уникальное совершенно было. Сейчас погубили. Эта школа вообще уничтожена просто. Ну вы тогда учились, старались, то есть вы не просыпались утром с мыслью: хочу стать чемпионом мира по шахматам. Просто шли, учились в школе, потом шли, играли в шахматы, да, то есть как все было. Нет, ну единственное, поскольку у меня оценки были хорошие, я быстро догонял, то у меня практически было свободное посещение. Если мне надо было на соревнования уехать, то меня отпускали. Вот, если там я болел, не всегда даже справки спрашивали. Достаточно было, чтобы там, мама позвонила и сказала, что вот, нехорошо себя чувствует и сегодня в школу не придет. И спокойно к этому относились. Ну, уже какие-то шахматные книги появились, да, то есть уже же не такой был голод информационный. Вы вообще много читали книг шахматных или как-то тоже к этому относились? Немного. Немного, да? Немного. То есть опять все через практику, все через себя, да? Да. А какие-то там анализы были свои, вот, не знаю, в тетрадке писали что-то там или? Ну как? То есть вы вообще занимались шахматами, когда были один? Тетрадки были, даже я недавно нашел вот архивную тетрадь. Я записывал свои партии с какого-то, с 59-го, наверное, 60-го года. Вот у меня такая общая тетрадь коричневая, вот, до 60. Причем вот это очень важно, потому что кажется, что когда ты уже на виду, за тобой следят, что все это сохраняется, ничего подобного. Найти вот даже важные партии в Златоусте, скажем, чемпионата города, не найти, потому что архивы, архивы освободились от этого, считается, что это мусор, вот и все. А шахматисты, с которыми я играл, умерли, может быть, у них записи остались, а у меня какие-то не остались. Вот все, что на бланках, это практически... Ну, хотя мама у меня стала собирать очень быстро. Поняла. И первые публикации в газетах, там, первая вот как раз моя партия с Марковиным, о которой я говорил, была фотография, и в Челябинском рабочем публикация, вот, молодой талантливый шахматист, Карпов, и фотография, я играю с Марковиным. А память у вас шахматная хорошая была?
всегда или, может быть, не очень Ну, хороший? не идеально, но достаточно хороший. Ну, партии свои там, с какого-то периода помните, да? Ну да, конечно. Считалось, что феноменальная память у Тали. Но на моих глазах феноменальной памятью обладал Юра Балашов. Он вообще... Я помню, что в школе Ботвинника вот, Юра нас поражал тем, что значит, 63-64 год у нас чемпионаты Советской России по шахматам стали проводиться с 20-го года, потом чемпионаты Советского Союза, да, в 23-м, по-моему, первые провели, и полуфиналы, обычно 4-5 полуфиналов. Так вот, Юра помнил всех участников полуфиналов и чемпионатов Советского Союза, результаты и все партии. Если говорил, там, скажем, партия Ботвинник, ну там с Лилиенталем, скажем, вот, или Ливенфиш. Да. Кстати, вот вопрос на засыпку. Да. Кто был первым гроссмейстером Советского Союза? Первым гроссмейстером Советского Союза. В 1936 году учреждено звание. Ливенфиш? Надо было. Правильно. Да? Правильно. Вот Ливенфиш, я с удивлением узнал это уже, когда я был чемпионом мира. Интересно. Причем, когда задаешь вопрос, то все говорят Ботвинник. Ну, это На логично, самом деле да. Ливенфиш. Ливенфиш. Ну, прекрасно был шахматист, интересный Да, очень человек. да. И книга у него замечательная. Книга «Ладейных шпилей». Чудная книга. Вообще лучшие книги по ладейным шпилям — это, наверное, Ливенфиш, Смыслов. Хорошо. Антон, когда вы первый раз за границу попали? В Швецию? Это уже чемпионат мира, да? Нет. Нет? Нет, у нас тогда были замечательные матчи, и жалко, что эта традиция прекратилась. Мы играли тогда матчи товарищеские, сборная Советского Союза юношеская со сборной скандинавских стран. Угу. Скандинавские страны, понятно, это значит, Скандинавский полуостров, Дания и Исландия. Угу. 5 стран. Матч проходил в Стокгольме в 1966 году. Угу. Я тогда на 6-й доске, по-моему, играл в сборной Союза. У нас очень сильная команда была, мы легко, конечно, выиграли матч. А со мной боролся норвежский шахматист. Мы играли по 2 партии, белым и черным. Угу. Хатлибак такой. Потом он, по-моему, прекратил играть в шахмат. Вот я его 2 раза обыграл. А потом я выиграл, из чего началась моя известность и слава в мире. Это турнир в Тшинце, в Чехословакии. В 1966 году. Это уже юношеский? Нет, это повезло, что Зарубин был у нас такой секретарь федерации, он шахматный журналист, работал в газете «Труд» после обозревателя. Но он такой немножко рассеянный был, вот, и он не доглядел, что он послал нас на юношеский турнир в Чехословакию, в город Тшинец, а выяснилось, что турнир мужской. Взрослый, да? Да. Вот, турнир взрослый, мы приехали, значит, я и Витя Купречик, Вите 17, мне 15 лет. Вот, и тогда вообще интересные были времена, и как климат изменился. Я вот помню, тогда только построили гостиницу «Аэрофлот». Это на Ленинградском шоссе, там, где аэровокзал был, сейчас его уже нет. Да. Вот комплекс ЦСКА сейчас. Мы приехали, получили документы, но началась метель, и она непрерывно шла 3 дня. 3 дня и 3 ночи. И Шереметьево был закрыт. Вот, нас разместили в этой гостинице. Вы должны были улетать? Мы должны были в Прагу лететь, потом еще на поезде. И, в общем, мы опоздали на 3 дня. Турнир начали, мы прилетели. Вот, встречают нас в Праге. Ковалик тогда встретил, гроссмейстер известный. Недавно ушел из жизни, мне кажется, очень рано. Такой замечательный человек. Я тогда с ним подружился в 1966 году. И мы так сохраняли отношения, несмотря на политические составляющие. Он потом уехал из Чехословакии, эмигрировал. Вот. И кто-то из федерации так смотрит на нас и говорит: а вы куда приехали? Мы говорим: куда? В турнире играть. Так это же турнир мужской, взрослый. Вообще-то мы ехали на юношеский турнир. Но, а у них уже времени заменить не было на кого-то. Вот. Говорит: нет, это взрослый турнир. Я говорю: ну так мы и взрослые можем сыграть. Какая разница? Да. Вот. Ну и все, и дальше. Дальше, ну, пришлось играть первые 3 дня, я играл по 2 партии для того, чтобы догнать. Ну и Витя Купречик тоже самое. Да. Причем по жеребьевке мне выпало. Первые 4 партии я играл со сборной командой студенческой Чехословакии. Это Безгорта и Ковалика, лучшие шахматисты. Безгорта, Ковалика и Янсен. Вот, играл Смейкл, Новотный,
сейчас если вспомню, Кубка. Вот с Кубка я ничего сделал, а 3 обыграл. Захватил лидерство, и вообще сталевары пошли смотреть. Это город металлургов, Тшинец. Сталевары пошли смотреть, что за чудо. Какой-то маленький парень обыгрывает всех. Вот. Ну и в конечном итоге я и Витю Купрейчика обыграл. Вот, и я опередил 2 место на Тречко. С этого и как бы вот моя известность уже обозначилась в мире. Международных турниров же мало было, куда выезжали, то есть возможностей это мало было. Возможностей было Гроссмейстеров мало. у нас было Да. миллион, а Да. турниров раз-два и обчелся. То есть. Я туда дальше, следующий у меня 67-й год был пустой по части международных соревнований. Хотя я был самым молодым мастером Советского Союза. Вот выиграл тот международный турнир, но как-то 67-й год я просидел в Советском Союзе, в России. И не помню, чтобы я особенно и играл. Я заканчивал школу в 68 году. А с 67 на 68 год я поехал на чемпионат Европы среди юношей в Голландию. И тогда я первую партию сыграл и познакомился с Яном Тиманом, с которым потом всю жизнь боролись. Ну и, в общем-то, у нас добрые отношения были долгое время. В Голландии это был турнир в Гронингене. Там табачная фабрика Немайера. Вот. И на ней мы играли, на этой фабрике. Немайер был большим любителем шахмат, и у него была замечательная библиотека. И даже выпущены книги, каталог библиотеки Немайера. Ну и он завещал эту библиотеку Королевской библиотеке в Гааге. Поэтому сейчас одна из лучших библиотек в Европе в Королевской библиотеке в Гааге. Вот. Но меня тогда поразило, что табачная фабрика, но нравы такие, вот эти хиппи были, все. И, шахматы популярны в Голландии были всегда, и в Гронингене в частности. Но что меня поразило, мы играли прямо в помещениях фабрики. Там запах, конечно, табака был. Неприятно. Вот. Но больше всего меня поразили молодые пацаны, там 9-10 лет, сидели, смотрели партии и курили. А тогда же курили во время партий? Да. Обкуривали вас? Было такое? Ну, вы люди курили? Ну, не могу сказать, что обкуривали, но... Ну, в смысле, я имею в виду, Нет, что... но у нас все время шла битва. Битва, причем курильщики, они эгоисты. Вот. Причем, скажем, мы говорили, что мы-то вам проблем не доставляем. Ну да. Нет, вы доставляете, потому что вы не разрешаете нам курить. Ну, да. Мы не своим действием, мы не даем себя травить. Да, ограничиваем. Да. Нет, вот мы не можем играть, и получалось так, что чемпионат Советского Союза шли по интересной системе. Значит, когда чемпионат Советского Союза был отборочным в системе чемпионата мира, это происходило раз в 3 года, то курить разрешали. А когда чемпионаты проходили как чемпионат Советского Союза, то курить запрещали. Серьезно? А в чем логика? А в чем логика? А логика, что на международных соревнованиях федерация разрешала курить. Один из 3 чемпионатов Советского Союза проходил по правилам международным. Уважая международные правила, вот мы играли. Один из 3 Михаил чемпионатов. Нехимович... Михаил Нехимович курил непрестанно. А во время партии беспрерывно курил, да? Да, да. Вот, ну он нервно курил, он там мог 2 затяжки сделать и сигарету потушить и выбросить. Ну, где-то от 2 до 3 пачек за партию. От 2 до 3 пачек за партию, да? Но при этом я не могу сказать, что он докуривал сигареты. Что бывало, что просто вот нервно там закурил и тут же затушил. Вообще, как вы помните знакомство с Сталем? Такая фигура теплая. Ну, с Сталем я познакомился, когда он в больнице лежал. В Консульской больнице, тогда только-только открыли. У него проблема с почками была определенная. Это какой год примерно? Это я собирался на чемпионат мира среди юношей. Вот, 68 год. Сталин в дружеских отношениях был Бах, Александр Григорьевич. Вот. Причем еще с Риги. Потому что Сталин из Риги, Бах из Риги. Вот. Потом он в Ленинград переехал и сейчас в Москве. А вообще он рижанин. И вот тогда он как-то с Сталиным дружил. Ну и после того, как он меня, можно сказать, спас на чемпионате Советского Союза в Ленинграде, вот у нас с ним
завязались хорошие отношения. С Бахом, в смысле? С Бахом, да. Мгм. Вот. И тут он говорит, вот Таль в больнице лежит. Ну, я ему сказал, что вот ты собираешься на чемпионат мира среди юношей. Мгм. Вот. И это его заинтересовало, и он готов встретиться. Мгм. Ну все, я поехал, и мы играли в блиц. Мгм. Ну, Таль Блицор-то был фантастический. Но что его поразило, что мы сыграли прямо как в той песне. Сталим 10 партий. Да. Сыграли Сталим 10 партий. В преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал, такой не подведет. Да, вот. И закончился матч со счетом 5-5. 5-5, да? А А я- Таль все-таки тогда еще был, ну, в порядке, скажем так, в Конечно. шахматном. Так Да. он и чемпионат Советского Союза выиграл. Ну да. Ну и турниры вечерней Москвы в Блиц выигрывали кто? Мгм. Чепукадис, Васюков и Таль. Мгм. Других не было победителей. Играли, потом нас врач разогнал. Мгм. Вот, сказал, что он разрешил ненадолго, а тут занялись шахматами. Ну, так я познакомился с Талем. Он потом вам помогал в Багио, да? Он помогал мне в Багио, да. Помогал в Багио, в Мирано в 81 году. Ну, были добрые отношения. Причем Интересный был человек очень, да? мы играли на турнире в Монреале, 79 год, да? 79 год, да. Ну, собственно, турнир он оказался в числе победителей благодаря моей разработке. Мгм. Об этом он не говорил. Кстати, вот в этой части Михаил Михайлович забывчивый был. Забывчивый, да? Да, забывчивый, потому что в Багио, когда вот это такая сногсшибательная жертва фигуры, конь G5, Мгм. вот, это придумал Игорь Зайцев. Мгм. Ваш тренер. Да, Игорь Аркадьевич Зайцев. И мы эту жертву отрабатывали, как раз я готовился. Где я был? На Красной Поляне я был. Мгм. Там был Зайцев, Васюков и я втроем. И вот у Игоря эта идея пришла в голову, и, в общем, мы там все проанализировали, а потом, когда летели в Багио, то я показал в самолете Талю и Балашову. Мгм. Ну и так получилось, что значит, это реализовалось в партии. Вот, причем, как Кинг потом писал, что Корчной сначала не пошел по основному направлению. Мгм. Вот, они прочесали всю литературу, посмотрели, что может ожидать, на что я могу там пойти. Ничего не нашли, и он применил, и вдруг, значит, такая жертва фигура, да. Вот. И сразу же была реакция, что это, значит, вот гениальный Таль придумал. Мгм. И надо сказать, что Игорь Зайцев очень обиделся. Подожди, я не понял. Вы это применили в Багио, Да, да. а Таль что применил? А, Таль Нет, как-то пиар пошел, что это талевская идея, да? Корреспонденты сразу же, что это, ну, только Таль Кто может такое, пожертвовать фигуру? Да, только Таль. такое придумать. Понятно. Только Таль, и, значит, Миша не опроверг. Ага. Ну, зачем? Вот, ну, Рошаль просто в 64 написал, а он там был в Багио, что вот как в пресс-центре решили, что это Таль. Ага. Вот, мы получили, нам присылали журналы. Мы получили, Игорь Зайцев прочитал, и говорит, Миша, ну, как это вообще называется? Вот. Миша сказал, ну, сейчас, и Рошаль говорит, ну, что мы будем выправлять сейчас там, корректировать? Вот Таль, он с Эдмонсом писал книгу на матче в Багио. Вот, и Таль говорит, ну, в книге мы укажем, что это Зайцев. Ничего подобного. В книге осталось, что это Таль. Вот. Мне кажется, Михаил Михайлович очень любил эту, ну, вообще, репутацию свою вот какую-то, да? Не, ну, когда заслуженно, то заслуженно. А Ну, если... да. Ну да. Но это странно. Да. Это странно. Вот. И в Монреале, кстати говоря, вот, он догнал меня только потому, что я ему показал свои разработки. Мгм. В конце турнира, причем Портиш со мной не сыграл этот дебют, а Сталин сыграл. Ну, один из основных дебютов Портиша, французская, а я французскую не смотрел с российской части или с советской части своей команды. Вот. У меня очень добрые были отношения с Сульманом. А он всегда играл только французскую защиту. Я его пригласил поработать, и вот мы с ним 10 дней отрабатывали только французскую, только под Корчного. И хорошо очень подготовились, но Корчной французскую перестал применять. Не сыграл, да. Да, и поэтому разработки не обнародовались,
Но Таль знал, чем они спрашивали все время, а что французскую, если Кричной сыграет? Я говорю, французскую смотреть не будем, все в порядке. Ну и вот в Монреале, у нас добрые отношения, и Таль играть с Портишем, и он приходит ко мне, говорит, Толь, мне с Портишем играть, и вполне возможно, что он французскую сыграет. Можешь показать, что там у тебя? Я ему показал весь анализ Сульмана, что и случилось в партии с Портишем. Вот, и он меня догнал в результате того, что выиграл эту партию. Вот, но, опять-таки, нигде и никогда он не сказал, что это анализ Анатолия Карпова-Сульмана. Интересно, да, про Михаила Михайловича редко такое услышишь. Он вообще такой безупречной какой-то репутацией обладает в шахматном мире, все-таки такой легендарный. Два таких случая. Да, он создавал какую-то позитивную обстановку, Таль, вообще в вашей жизни, в карьере? Вот, какой был человек вообще? Интеллигентный, в общем-то. Мягкий, но со своей позиции. Не то, что он был бесхребетный. Вот это не так. У меня с ним были добрые отношения. Я не могу сказать, что мы с ним вне шахмат общались, потому что у нас разные совершенно интересы были. Он курил, он любил пить, выпить. С женщинами у него все было хорошо. Вот, это как-то все было вне моего внимания, все его удовольствия. Поэтому мы на турнирах мы играли, и я, собственно, и делал так, чтобы он получал приглашения на те турниры, где я играл, которые я формировал. Там, скажем, играл со мной в Голландии, играл со мной в Югославии, в Бугоино, в Монреале я его пригласил туда играть в турнире. Что у нас в этом плане сотрудничество было нормальное. Я не могу сказать, что он какие-то свои секреты мне выдавал. Но он с удовольствием анализировал мои какие-то находки, идеи. Вот, и, в этом тоже была помощь. И чем-то поражал он вообще? Или на тот момент уже вы были гораздо сильнее его, и как-то уже не поражало его шахматное какое-то видение? Что-то он видел? Нет, он же должен был перестроиться. Потому что искрометный Таль, который стал чемпионом мира, шахматисты научились в какой-то момент отражать атаки Таля и жертвы не всегда корректные, и ему пришлось перестраиваться. Причем серьезно перестраиваться, и уже когда я с Талем играл, тактический дар у меня, конечно, был фантастический, но он вынужден был уже корректировать свой стиль. И уже Таль 70-х годов, когда я с ним стал играть в турнирах, это уже не Таль 61-го, 60-го. Ну, конечно. Он потом и здорово начал играть. Нет, в один момент, в один момент он и перестроился, и, в общем-то, классный шахматист, что говорить. Да, он так видно было, что от шахмат получает удовольствие. А любил шахматы Таль, да? Да, конечно. До конца дней. Но, кстати, вот партия с ним на междональном турнире, она сыграла абсолютно положительную роль и значение в моей жизни, потому что мы боролись за выход в турнир претендентов. Я что-то там провел тяжелейшую защиту, партия отложена была, но мне ни в коем случае нельзя было проигрывать. Хотя вроде я там все время лидировал в турнире, но рядом много народу было. И вот у меня ключевые такие были партии против Смейкала, где я с трудом удержался, а потом победил. Ну и с Талем труднейшая защита. Партия отложена. Я уставший, Фурман тоже напереживался. Вот, и мы там приехали, вечером посмотрели. Все, ничего делаем, все в порядке. И Фурман уехал домой. Дальше я ложусь спать, начинаю прокручивать. Это у меня в студенческие годы было. Я обычно перед экзаменом я не торопился бежать на экзамен. Я вставал попозже и так прокручивал все. Знаю материал, не знаю материал, где не знаю. Вот. Открывал те нужные страницы и смотрел то, чего мне не хватает. И то, значит, я лег, прокручиваю то, что мы с Фурманом поглядели, и понимаю, что я проигрываю во всех вариантах. Что анализ абсолютно недоброкачественный. Вот. Ну и дальше я мучаюсь, свет не включаю, но я лежу, заснуть не могу, и я
Вертится в голове, Да, вертится. работаю, мозг работает, хотя вроде спать хочется, устал, но ответственность огромная, и когда понимаешь, что партию проигрываешь, то не до сна. И, в общем, я часа 3, наверное, заснуть не мог, и я нашел ничью. Нашел ничью, причем в голове прокручиваю, да, лучшую защиту нашел, и вроде во всех разветвлениях ничья. Хотя там очень сложная, но ничья. Все, тут я включил свет, поставил шахматы, на шахматах посмотрел, все сходится, ничья. Ну и все, я спокойно заснул. Утром приходит фурман, вот, ну как, спал? Я говорю, плохо спал. Он говорит, а что такое? Я говорю, Семен Абрамович, ну, все, что мы вчера с вами посмотрели, полная ерунда. Я проигрываю во всех вариантах. Говорю, не может быть, я ему все показываю. Он говорит, да. А что же делать? Я говорю, не волнуйтесь, я ночью Профсоюз контролирует ситуацию. Я ночью нашел спасение. Пытаюсь показать, и я забыл. В смысле? Я забыл то, что я ночью придумал. Дальше я опоздал даже на доигрывание, потому что, не вспомнив, ехать проигрывать не очень хотелось, а вспомнить не могу. Вспомнить не могу, я вспомнил только... Я опоздал, по-моему, на 20 минут или на 30 минут. Вспомнил в последний момент, как я делаю ничью. Но, правда, Таль не нашел сильнейшего продолжения, поэтому не потребовался мой этот уникальный анализ, который я сделал ночью. Но, тем не менее, значит, вот партия закончилась в ничью. Все, я спокойненько отобрался в турнир претендентов. Но с тех пор я взял за правило, если что-то ночью. Во-первых, я на важнейших соревнованиях я всегда клал записную книжку на тумбочку рядом с кроватью. Вот, и ручку. Привычка появилась, да? Нет, я заставил себя. Заставил себя, потому что я понял, что такое может быть. Я вообще считал, что я ничего не могу забыть. Тем более, что сам я придумаю. И вдруг я забыл. Вот. И это сыграло фантастическую совершенно роль в матче в Багио с Коричневым. Потому что он доставил мне много хлопот вот, в открытом варианте испанской партии. Белым я не мог получить преимущество. И не то, что преимущество, я в борьбу не мог затянуть Коричневого. Вроде все меняется, и ничья. Вот. А матч на первенство мира играть без цвета невозможно. Я мучаюсь, естественно. Как это так? Вот я ничего не могу придумать. И 13-я партия откладывается, у меня безнадежная позиция отложена. Вот. Но Коричнев взял тайм-аут зачем-то. Выяснилось, что они не видели выигрыша. Вот. А мы не видели спасения. Паразит, я первый раз такой слышу, да? Да. Ну и, конечно, он берет тайм-аут и играется 14-я партия. Но у меня появляется вот день доигрывания, свободный день. Вот. Ничего мы не придумали. Я ложусь спать и заснуть не могу, потому что, значит, ну, как известно, первую партию в Багио выиграл я после 7 ничьих. Потом Коричневый отыгрался, и, значит, 13-я партия. При счете 1-1 я проигрываю ее. Я понимаю, что она безнадежна. Вот. И 14-я. Думаю, ну без белого цвета все, я просто сгорел. И вот мозг напряженно работает. И я придумал. Что я могу сделать. Ну, значит, опять включил свет, все расставил на доске. Замечательно. Вот. Я получаю преимущество, причем неплохое преимущество. И дальше. Если Коричневый не находит лучшего ответа, то вообще технически выигранная позиция. Вот. Ну и все, спокойно записал. Вот. Выключил свет, заснул. Утром ребятам показываю, говорю, вот я придумал. Ночью проверяют, говорят, отличная идея. Все в партии случилось по моему ночному анализу. Вот. Но только где-то Коричневый свернул уже в один момент, там где совсем плохо было. Ну, уже я, естественно, дальше не анализировал глубоко. Но помимо этого мне удалось выиграть и 13-ю. Выиграть? Да. Выиграли совершенно чудесным образом, потому что в день, когда все было отложено, Рошаль и Батуринский лезут со своими предложениями. Но уровень у них, хотя, в общем, Батуринский кандидат в мастера, там, довоенный, что серьезно. Я играл там в сеансе пионеров и Капабланки в каком 25-м году. Да.
Ну и он шахматы знает, у него лучшая библиотека и написанные книги, вот трехтомник Ботвинника, это Батуринский сделал, настоял, и он оформлял, и редактировал все. И вот они с какой-то идеей приходят, мы найти ничего не можем, говорим, да отстаньте вообще, не до вас, с вашими глупыми идеями. Вот. А дальше, поскольку Кольчной взял тайм-аут, то у нас появилось время. Я выиграл, значит, 14-ю партию, вот, но дальше доигрывание 13-й, которое отложилось. Но у нас есть время. И мы везде видим, что я везде проигрываю, и потом зовем Батуринского: Виктор Давидович, что там у вас за идея была, покажите. Вот. И начинаю смотреть, что, в общем, тоже проиграно, тоже плохо. Но, по крайней мере, необычно. По крайней мере, необычно, ну, какая разница, как проигрывать. Вот, все, посмотрели и иду доигрывать. Делаю ход, который Кольчной не анализировал, потому что, причем и не каждый любитель такой предложит. Вроде и смысла нет, но смысл глубокий. И Кольчной сразу мне нашел сильнейшее продолжение, которое заканчивало партию. Вот, и дальше началась какая-то борьба, и я создал встречные угрозы. Кольчной попал в цейтнот, и я партию выиграл. Батуринский, наверное, там вообще был на 7-м небе от счастья, да? Конечно. Просто как день рождения у человека, да. Красивая история. Да. Красивая история. И счет стал 3-1 тогда, да? Счет стал 3-1, да. 13-14. Вместо 2-2 3-1. Вместо 2-2 3-1, да. Ну хорошо, к Багию мы еще, конечно, вернемся. Это отдельная песня песней.